Привет, мои дорогие! Привет, мои волшебные котики, котеечки! У нас сегодня с вами посиделочки и гадалочки. И мы с вами на Таро посмотрим, мои дорогие, почему он не действует и почему он не развивает отношения. Погадаем с вами на такую тему, почему он не действует, не стремится сделать ваши отношения лучше, либо не спешит делать предложение или еще что-то. Мы вот просто сейчас посмотрим, что же у него сейчас в мозгах его, в голове. Ну, это даже, знаете, грубо сказано, что у него в голове, да, потому что на самом деле, когда мужчина как-то реагирует на женщину, он реагирует всем телом, да, то есть это создается определенная такая его вибрация. И вот обратите внимание, да, вы же тоже к разным людям осознанно либо неосознанно как-то по-разному относитесь, да, и по-разному себя ведете. То же самое у мужчин, да, и он к разным женщинам будет себя вести по-разному. Это то же самое, вот это, кстати, с помощью карт очень легко все объясняется, особенно с помощью мастей. И если бы вы, вот кто еще не залазил в такие темы, крестовый, червовый, бубновый, пиковый король, да, какая вы дама по характеру, по внешности, да, и вы увидите вот эти вот вибрации, когда червовый, например, с пиковой, да, встречается, уже можно даже сделать определенные выводы, как будут складываться их отношения, ваши отношения с мужчинами. Поэтому давайте посмотрим 4 варианта. Почему он не действует, не развивает отношения. Второй, третий и четвертый вариант. Почему он не действует и не развивает отношения. Загадывайте этого одного своего мужчину, от которого вы бы хотели каких-то конкретных действий, а он не действует. Причем, девочки, некоторые мужчины действительно не будут действовать никак в вашу сторону, да, не будут вибрировать в вашу сторону, а некоторые действуют, но мы этого не замечаем. Потому что у нас по-разному работают, как говорится, те же мозги, да, по-разному сердце чувствует, по-разному мы что-то хотим делать, да, желание какое-то возникает. Все вот, кстати, этими мастями очень легко а, объяснить. И у меня, кстати, насчет этого видео тоже есть. И, девочки, кто еще не подписался, в спонсорство, это YouTube предлагает такое спонсорство, называется, да, где вы можете подключиться и увидеть те видео, которые в закрытом доступе. Мы с вами там больше выкладываем болталок, больше магии, мои дорогие. Там уже очень много всего собрано, да, и вы уже, как говорится, можете много чего увидеть в закрытом доступе. Даже есть такие плейлисты у меня. И любовная магия, новый плейлист, да. Болталки, девочки, тоже в закрытом доступе. И цена там, я бы даже сказала, символическая. Вот реально символическая цена. Ну что, давайте посмотрим. Первый вариант, почему он не действует, не развивает отношения. Второй вариант, почему не действует, не развивает отношения. Третий вариант и четвертый. Выбирайте. Вот вы, когда даже карту Таро, когда выбираете, получается, вы вибрируете на нее, да? Вы, получается, чувствуете, куда вас несет, да? Какую карту вам хочется выбрать, на этого мужчину аж липнут пальчики. Ну что, выбрали? Я думаю, сразу выбирается, буквально когда болтаешь, да, сразу выбирается карта. Давайте посмотрим, почему он не действует и не развивает отношения. Первый вариант. Карта страшного суда выпала, 20-й старший аркан, девочки. Во-первых, что я вам скажу сразу по этой карте, да, это даже не особо от него зависит. Это ваши отношения с этим мужчиной кармические, остро воспринимаются и им, и вами. Если вы думаете, что его не колошматит от этих отношений с вами, то колошматит. Если у вас даже никаких отношений нету, то там мужчина даже, знаете, от вашего взгляда вздрагивает, да, а вы вздрагиваете от его взгляда. Там какие-то слова, например, он произносит, и вам сразу хочется найти там второй смысл, да, читать между строк его сообщения. То же самое и у него. Он пытается читать ваши сообщения, слушать, что вы говорите, смотреть, как вы смотрите на него, да, и читать
между строк, да, смотреть поверх головы, пытаться разобраться. Причем у него возникает очень много пробелов, где он не понимает, как вы живете, что вы вообще хотите. И эти пробелы, девочки, он заполняет своими какими-то мыслями. А какими мы с вами сейчас разложим. То есть, вот смотрите, когда вы не знаете про того, где ваш мужчина, к примеру, да, вы начинаете где-то додумывать. И у кого-то додумывается, когда женщина спокойна, ай, он там где-то в бане, да, а другая думает, блин, он в бане с другими бабами. И вот то снутри вот какая-то поднимается то, чего мы боимся, да, а может, и не поднимается, что-то другое такое играет. Каждый думает в меру своей распущенности. Получается, девочки, он много чего додумывает. Хотите вы этого, не хотите. Вы даже если будете просто, знаете, на пальцах ему объяснять АБВГДейку, да, что вам надо от мужчины, что вы хотите, вам будет казаться, что вы до него все доносите. Но он в каждом вашем действии, в каждом вашем слове, везде будет искать этот какой-то скрытый смысл, какое-то для себя интуитивное значение любого вашего слова, любого вашего действия, да. И сделать с этим ничего невозможно. Вы, например, делаете, это как делать ударение в слове, ну, допустим, не знаю, корова, да, мы все делаем корова, корова, да. А этот мужчина, девочки, будет ставить свое ударение, и это будет корова, корова. Вы говорите корова, а он крова. И это два разных слова, да. Что такое корова? Хер поймешь, да. То есть и он начинает вот додумывать вот это вот слово по-своему, понимаете? И значение ему, семантику этого слова вот давать свою. Так что от этого никуда не избавиться. Тут очень много для него пробелов, и он вас не то что не понимает, да, нет, девочки, он просто везде ищет, ну, кто-то из ваших мужчин здесь ищет подвох, кто-то у вас вот ревность, да, вот то, что в нем сидит, вот он этими своими моментами, да, перекрывает настоящие смыслы, которые бы вы хотели до него довести своим поведением, своими сообщениями и все остальное. Это как, знаете, как мой папа шутил иногда, такой старый древний анекдот, да, буфетчица повесила на киоске объявление: пива нет. А там подходит какой-то алкаш, вы подумайте, вот что ж за сволочь-то такая, написала: пива нет. Ну, типа, понимаете? Вот такие дела. Давайте посмотрим, почему он не действует, почему он не развивает отношения. Почему он не действует, почему он не развивает отношения. А это не просто так, кстати, тут вам выпадает. Вам маг и колесница. Это вмешивается кто-то третий. Это вмешался кто-то третий в то, чтобы развивать ваши отношения. Кто это? Покажи этого человека, который вмешивается. Остатки. Это остатки. Это остатки. Это бывшая, но она далеко от него. Это какая-то бывшая, которая далеко от него. Это, возможно, не предыдущая, а еще там дальше была, но которая далеко от него находится. Она как уехала, переехала, сменила место жительства. И там общения с этой бывшей особо-то и нету, или вообще нету этого общения, да. Но она в свое время магией занималась в его сторону. И там было такое, у меня даже, знаете, вот голос начинает меняться. Я чувствую, что как это, м, как, как хочется, я извиняюсь за выражение, срыгнуть, да. И тут еще
рыцарь этот кубковый выпадает, да, это мужчина как под опоем был, либо съел что-то такое, да, это старая какая-то такая остатки магии, это остатки магии, да. А почему он с вами именно не действует, и почему он с вами именно не развивает отношения? О, император пошел в вашу сторону. И королева. А знаете, почему пентаклевая, король, точнее, пентаклевая? А знаете, девочки, почему он к вам пошел, этот мужчина, да? Как он притянулся к вам? А вы думаете, он просто так к вам притянулся, потому что вот вы ему там личиком просто понравились, да, или еще что-то? Нет, мои дорогие. Он притянулся к вам, потому что он как пришел как к ведьме за помощью, да? То есть вот этот мужчина как бы был обречен, ну не то что на одиночество, а чтобы у него ничего не получалось с другими женщинами, вот после этой своей бывшей какой-то, да. То есть вот этот опой, он еще остаточно работает. И когда приближается новая вот кубковая женщина к нему, да, червовая, новая вот любая женщина, да, он сразу ставит какой-то блок, какие-то границы. И вот какой-то поломанный такой забор какой-то, да, дырявый, но между женщинами существовал. А вы, получается, имеете большую силу в себе, чтобы вот это вот все преодолеть, вот эти вот все заборы. И он вас увидел более чистыми глазами. Это то же самое, что, знаете, вот такой полуслепой человек, который может различать только свет, да, и вы для него вот как раз-таки яркий тот фонарь, который, но других людей ослепляет, а этот мужчина видит ваш тусклый свет, потому что он наполовину слепой, девочки. И у него с другими женщинами были проблемы. Они могли притягиваться, и сразу эти отношения рвались, и непонятки какие-то, да, ну то есть вообще не закреплялись. А вас он увидел, он вас разглядел сквозь это все. Но в то же время это он вас подтягивает. Не то, что даже вы его притягиваете, сколько он вас подтягивает к себе. Он в вас нуждается, и он вас подтягивает. Вот подтягивает в каком плане? Смотрите, действия, вот из-за вот этого старого какого-то приворота, действия у него стоят, да? Он не может, а он, девочки, я вам скажу, ну, не обижайтесь, но конкретно, да, он и не будет действовать в вашу сторону, как обычный мужчина, как обычный джентльмен, как жених. Он не будет, потому что у него вот как сломано, вот это как радио. Мы хотим слушать песню какую-то, да, какого-нибудь, не знаю, Шопена, да, и идут какие-то помехи, и мы не можем ничего сделать с этими помехами, но если мы сделаем громче, это будет просто какое-то тоже такое непонятное пиликанье громкое, да, э, как поцарапанный диск, там, я не знаю, как радио, да. И получается, вы можете сделать громче, но вы все равно не будете вот этот чистый звук, вот эту мелодичность чувствовать от него. Но она вас притягивает, потому что у вас такой вот склад интуиции, логики даже женской, что вы слышите до, ре, ми, фа, соль, да, но другие ноты вы в состоянии допеть сами. И получается, вы слышите вот эти вот пару нот, как угадая мелодию, а дальше вы уже знаете, и вам вот эта мелодия кажется классной, красивой, и вы можете даже оценить вот этого мелодию, да, мелодичность того посыла, который может мужчина вам это дать, но по факту это все время будет с вашей стороны улавливание этой вот мелодии, да, то есть собирание вот этого вот пазла, в котором уже изначально другие люди когда-то потеряли вот эти другие, ну, как бы у вас перспективное такое мышление, да, как у художника. То есть, если вам нарисуешь квадрат, вы уже глазами можете нарисовать куб из этого квадрата, тени и все остальное, да. Но
он вас вот притягивает, и вы льнете к нему, потому что кажется, что музыка с ним красива, что отношения с ним могут быть красивы, понимаете? Могут быть красивые отношения с ним. Офигенные отношения могут быть с ним, с этим мужчиной. Вы это чувствуете, но по факту это вот такое вот сломанное радио, где идут определенные отрывки, да, от какой-то красивой мелодии. И, девочки, вот это не изменится до тех пор, но это в нем тоже глубоко сидит. Он как-то это держит еще все равно в себе. Давайте еще посмотрим, почему он не действует и не развивает отношения с вами. Вам надо этого человека как бы спасти, девочки. Но тут я вам сразу говорю, эта кармическая проработка будет верховным старшим арканом суда. Вы выпали как верховная жрица, но он не выпал вам как в пару, да. Он хочет быть в пару. Императору нужна императрица, да. Но тут император и маг, то есть ваш верховный жрец в этом мужчине, он выпадает двумя картами, да. То есть он уже поделен, то есть как это, расщеплен, я бы так сказала, да. Вот смотрите, у вас получается... Вообще, вот если так сложить, да, вот верховная жрица, и у нее должен быть верховный жрец, да. Но ваш верховный жрец, он расщеплен, мои дорогие. Он расщеплен, как бы, я не ту карту немножко достал. Ну, практически то, это вот мужское его естество, его тело, физическое тело выпало в пентаклевом короле, да. А вот его вот судьбу, да, вот это вот карты. Смотрите, для верховной жрицы, вот прям на пальцах девочки объясняю, да, верховная жрица, а верховный жрец это пятый старший аркан. Пятый старший аркан это, девочки, пятерочка, да, а тут 1 и 4. Четвертый старший аркан и первый. 1 плюс 4, 5, да, и вот он расщеплен, ваш мужчина здесь, на императора и мага. Но этот маг, это то, что у него были какие-то вот эти вот отношения, в которые он с удовольствием запрыгнул и с удовольствием проглотил эту удочку, да, вот эту наживку отравленную. И он понимает это, и он понимает, что он за это как бы расплачивается. И были после вот этого какие-то такие нюансы с женщинами, да, где он видел, что что-то то работает, да, и в вашу сторону он тоже думает, что это все работает, но он без вас не может. Ему вот ваша энергия верховной жрицы нужна. Единственное, девочки, что вы будете видеть это все. Вот смотрите, если вы будете хотите быть с этим мужчиной, вы всю с ним, все то время с ним, пока вы с ним будете, вы будете видеть это расщепление. То есть как оно может быть проявляться, да? Он то холодный, то горячий, то приходит, то уходит, то он есть, то его нету. То вы чувствуете мужчину рядом, то вы не чувствуете. То он вам дает поддержку, то ее вообще нету. И фишка в том, что так как тут старшие арканы такие серьезные идут, дело в том, что вы же верховной жрицей выпали не просто так. Это показывает ваш характер, понимаете? И что вы иногда будете вот так вот по столу делать. Вы и хлопать будете, но не всегда же это делать. И это показывает вашу глубокую чувственность. Что придется, знаете, что такое верховная жрица? Это служительница определенному культу. И верховные жрицы, они чего-то где-то лишены каких-то мирских радостей, да? Вот как монахини, к примеру, да, а у них такая цель служение Богу, да, соблюдение культа своего, и в то же время она отказывается она Божья невеста, понимаете? И у вас вот эта вот верховная жрица, она тоже показывает определенное служение культу, да, и очень сильную энергетику, которая может распространяться на многих людей. И я к чему это все говорю, девочки?
если вы выйдете замуж за этого мужчину, скорее всего, вы что-то будете добирать на стороне. И это может быть другой мужчина, физические отношения с другим мужчиной, либо девочки, это друзья мужчины другие, да, либо еще что-то. Ну, короче, у вас такой вот. Тут непростые отношения, непростые. И с этим мужчиной сложно, особенно сейчас. Особенно сейчас, когда вам выпал старший аркан суда, напомню вам, с ним. Так что почему он не действует? Он не может, девочки, действовать. Он поломанный, грубо говоря, да, в вашу сторону. Он не может действовать так, как вам нужно. И вот этот какой-то собирательный образ, чтобы чувствовать себя полноценной женщиной с этим мужчиной, скорее всего, либо вы частично будете по определенным, как говорится, часам это чувствовать, да, и когда вам будет требоваться еще что-то, вы, девочки, найдете это на стороне, что-то будет такое. Так что, ну, смотрите сами здесь, в этом раскладе. И он почему на вопрос, почему он не развивает отношения, девочки, он вам еще так голову подурит, я вам скажу. Но подурит, он не будет выходить с вашей головы, вам будет хотеться, вас будет к нему тянуть. Вы будете все равно, даже если вы его будете забывать, да, вот плюнете на него, да, будете забывать, но вы все равно будете в мыслях, или даже не в мыслях, где-то к нему все равно возвращаться, к этому мужчине, и хотеть с ним чего-то там, да. Я бы вам, знаете, как предложила, да, принять это. Принять то, что принять его частичное существование в вашей жизни с формированием наибольшей выгоды в вашу сторону. Да? Если он хороший любовник, девочки, пусть он вашим будет хорошим любовником. Если вы все-таки хотите дожать его в мужья, не забывайте никогда, что вы не поставите плюсики возле каждого своего пунктика, какой должен быть муж у вас, да. То есть, если где-то есть, а там будут, и уже есть конкретные такие пунктики, где он где-то не подходит или что-то вообще как-то не решает, да, и вам все равно придется это добирать на стороне. И тут может даже доходить до того, что, вот смотрите, вот самый такой яркий пример, это когда вот вы, например, прям хочу, не могу выйти замуж за этого мужчину, ну, это я такой пример говорю, да. И он вам во всем будет супер как подходить, но, например, с ним именно не будет у вас детей. И вроде бы вы здоровы, он здоров, но нету детей, и все. Вот так может быть. Либо, девочки, по-другому как-то будет, вот какая-то, что-то будет супер идеально давать, а супер что-то вообще никак не очень, и причем это будет для вас принципиально, как для верховной жрицы, понимаете? И вот этот самое такое вот болезненное, я бы даже сказала, в вашем раскладе здесь, да, вот этот, что сигнификатором выпал 20-й старший аркан, девочки. Это очень надолго, я вам скажу. Очень надолго. Но и вам он дан, и вы ему даны по судьбе. Вы должны были встретиться, и вы встретились. Понимаете? Это бы, если вы даже в прошлом своем покопаетесь, да, вы увидите эти определенные знаки, либо услышите от него эти определенные знаки, что ему шли какие-то, да. Может, сейчас еще не всплыло, но в будущем всплывет, что он вам скажет, или вы увидите, как дежавю будет, как будто это было где-то, да, с ним. В общем, он будет, девочки, такой, как он есть сейчас, да, и вас все равно будет к нему тянуть. Вот это вывод из этого расклада. Но если вы хотите развивать с ним отношения, вам надо четко понимать, что он может вам дать, и то, что он вам дает именно, и брать это. Да? А все остальное, девочки, не ждать от него, что он решит то, что он сейчас не решает, а брать это как-то от других, из жизни, из другой своей реальности, вне ваших с ним отношений. Но это по-любому кармические котики. По-любому. Но если честно, я скажу, блин, не дай боже, это двумя ногами вот такие отношения стать, это просто, как, знаете, с одной стороны, как болото засосало. И приятное, теплое болото. Манящее и вкусно пахнущее ландышами, девочки. Вот такой вот первый вариант.
Второй вариант. Давайте посмотрим, почему он не действует и почему он не развивает отношения. Двойка мечей. Он девочки не хочет. Двойка мечей. Я не хочу. Какое-то такое, знаете, на жаргоне отрицалово в вашей с ним связи. Давайте посмотрим, почему. Почему он не действует? Почему он не действует? А тут, девочки, выпадает то, что его как что-то выпихивает с вашей жизни. Это даже не то, что сам он выпихивается, сколько его что-то выпихивает с вашей стороны, что-то. Вот знаете, как взрывная волна, как ударная волна, его что-то вытесняет с вашей жизни, и это с вашей стороны. У кого-то, девочки, это другой мужчина по-любому. У кого-то это, девочки, ваша материальная состояние, у кого-то это учеба и все остальное. То есть, смотрите, если вы, например, студентка какого-нибудь престижного вуза, а он, например, нигде не учится, да, вот это ваше бытие, оно выпихивает его из вашей жизни. И фишка в том, что он и сам. Ну мне дали по хвосту, ну и ладно, я и сам пошел. Типа. Он, кстати, девочки, не ценит вас, насколько это надо вас ценить. Он даже, понимаете, есть такое выражение, да, ни в грош не ставит. Так я вам скажу, что он просто тупо не понимает, да, от какой женщины он отказывается, от какой девушки. Но фишка в том, что он вас и не тянет. Он не тянет вообще никак вас. Это, знаете, вот встречаются, у вас еще такая классная карта, 17-й старший аркан выпал, девочки, и Верховный Жрец, да. Эти карты с вашей стороны показывают какую-то вашу ангельскую сущность, да. И, возможно, ангельская сущность, святость какая-то. Вы можете кардинально менять жизни других людей, которые приходят. То есть вы либо, знаете, есть такие вот волонтеры, благотворительные меценаты. Это люди, которые спасают жизни. Это люди, которые меняют жизнь других людей к лучшему. И вы действительно знаете, что лучше для других людей, да. Но иногда нам встречаются такие люди, которые этого не ценят, да. Или вот просто не ценят этого, потому что не мы там тупые, дурные какие-то или плохие, а потому что они такие, им это не надо. Ну, это им не надо, и все. Это вот одному надо мешок золота, да, из этого мешка золота один думает: о, я его сейчас разменяю, это золото, и куплю стиральную машину, Мишигами, это вот, ну, короче, растрачу. А некоторые думают: о, я возьму это золото, переплавлю и сделаю очень много красивых и крутых ювелирных изделий и стану богаче, проявлю себя в творчестве и все остальное. Так вот, он, мои дорогие, именно тот, который не ценит. Он не ценит то, что у него было, как говорится, в руках. И было ли, девочки, на самом деле. А давайте еще посмотрим. Почему он не действует? Почему он не развивает отношения? Он, девочки, знаете, вот прям про вас, это знаете что? Про ваши отношения с ним. Зачем мне журавль в небе? Лучше синица в руках. И знаете, вам будет здесь, может быть, где-то обидно, если вы будете следить дальше за его жизнью, потому что у него, как говорится, другая будет, да, женщина, хуже вас и все остальное. Вы будете, может быть, молоденькие девочки или менее опытные, да, те, которые себя до конца не знают, не знают, насколько вы хороши. Вы будете переживать по этому поводу: ну почему ты не выбрал меня? Ну почему? Почему? Я же такая хорошая, я такая классная, там, красивая, добрая, изящная, голубых кровей, да все что угодно, девочки, да. Знаете почему? Потому что он не понимает. Понимаете? Не понимает, насколько вы хороши. А вы будете переживать по этому поводу. Ну, недолго. Так что, знаете, как говорится, я бы ему сказала: катись колбаской
по Малой Спасской. Не развиваешь отношения, не ценишь, не понимаешь, кто я, зачем я и почему я в твоей жизни, да? До свидания. Общайся со своими курицами, потому что вы как лебедь белая, понимаете? Вы выбрали, девочки, здесь петуха, и этому петуху нужна курица, а не белая лебедь, понимаете? А вам показалось, что у него красивое, классное оперение, красивый красный гребешок. Девочки, а разве белые лебеди вот вообще, ну, петух вообще в пару? И со стороны, вот и когда я вам скажу, что если бы он развивал отношения с вами, это была бы пара петух и лебедь. Вот я вам говорю так по факту, как есть. Причем, если вы думаете, что у вас только такие одни такие отношения, да, или что, как такое может быть, я вам скажу, очень часто такое, очень и очень часто, когда офигенные, красивые, ну такие мощные, да, женственные красотки, да, настоящие. Возможно, вы сейчас гадкий утеночек, да, который превратится как раз в этого белого лебедя, да, и вам кажется, что вы хуже, а он лучше там. Но по факту, это у меня точно такой же, например, первый бывший муж был. Первый бывший муж, Жорик, передаю тебе привет. Как поет Тимати, да, где ты, где я. И чего он добился такой мамкой такой возлюбленной, да? И я невозлюбленная мамкой, что во мне получилось. Вот такие дела. Вот, кстати, песня Тимати, девочки, я не знаю, слушаете вы или не слушаете, да, и у него такая есть песня. Вот он бегал там за какой-то девушкой, бегал, а потом, короче, начал больше развиваться, она его посылала, ей нужны были Бентли, там все такое, ля-ля, и это... А потом он развился, а потом она, поздно, а уже все уже, а уже все. Так что, девочки, смотрите, почему он не развивает отношения. Да, но вам и не надо, попереживайте чуть-чуть и все, если вы переживаете. Цените себя, не надо. Это может, девочки, быть и какой-то такой абьюзер, да, а еще такой газлайтер, может быть. Вот эти все новомодные психологические словечки, девочки. Не надо до его уровня спускаться, чтобы вместе подниматься вверх. Зачем вас спускаться? Пусть сначала до вас доберется, перед тем, как вы бы своеволили. Слишком вы хороша для него. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим, почему он не действует и не развивает отношения. Почему он не действует. 15-й старший аркан. Хо! А это, девочки, воспитание. 15-й старший аркан дьявола. Вас воспитывают, котики мои. Тебя просто сейчас берут и воспитывают. Понимаешь? Тебя могут сейчас носиком в лоток тыкать. Тебя могут запирать дома одну. На тебя могут не обращать внимания. Там еще что-нибудь, да? Тебя, моя кошечка, воспитывают. И причем для чего? 15-й старший аркан дьявола. Для того, чтобы ты делала то, что он бы хотел. Сломать тебе хочется. Договор с дьяволом, девочки. Понимаете? И причем, я вам скажу, тут страсти, мордасти, подведение вас под монастырь, как говорится, за белые ноженьки, за белые рученьки тащат вас куда-то не туда. Этот мужчина пытается, девочки, вами как-то манипулировать для того, чтобы, возможно, вы стали проще. Может, он сейчас выпендривается для того, чтобы вы, понимаете, прогнулись так, как ему надо. Для того, чтобы вы начали делать то, что ему надо. Для того, чтобы вы, может быть, забыли о своей гордости, либо поделились имуществом, тоже такое может быть. Либо впустили бы и вы его в жизнь и сказали: любимый, дорогой, да я сделал для тебя все, что ты захочешь. Ну да, ну тогда давай. Там что-нибудь пропиши меня, одолжи мне. Это из материального, девочки. А тут все может быть. Это карта дьявола выпала. Это подведение вас под монастырь. Ну,
Не в очень хорошем, понимаете? В смысле этого слова. Вот даже смотрите, какая говорящая картинка здесь. Видите? Женщина на мужчине прогнулась. Причем у него нет ни рук, ни ног. Понимаете? Почему нету? А вас на цепях. Пентаграммы. И причем не прямой пентаграммы, а такой вот, видите, она кособокая такая пентаграмма. Неправильная пентаграмма. То есть это не ведьмовской кодекс, нифига. Это вас пихают на какой-то грех. Если вот, девочки, допустим, если у вас здесь женатик, да, то вас этот женатик своим невниманием, нехотением подводит вас под монастырь, что беги за мной, ты должна склониться, ты должна поработиться под мои желания. Мои желания какие? Чпокать тебя один раз в неделю, чтобы ты не лезла в мою жизнь. Это я про женатиков говорю. Если у вас тут не женатик, если он, например, ну, допустим, девочки, он некрасивый, да, какой-нибудь такой худой, шепелявый, с клоками аллопеции на голове, там еще с какими-нибудь, знаете, проблемами, да, то вот он просто будет, вот просто желание такое садистски над вами поизмываться для того, чтобы получить кайф от того, что либо вы плачете, либо мучаетесь, либо вот вас прогнуть очень хочется ему. Если, девочки, это красивый мужчина, да, вот тут тоже нервяк вас определенно ждет. То есть вы, как говорится, либо можете в свинге, в групповом, я извиняюсь, свингерстве поучаствовать. Да, вас, понимаете, вот здесь воспитывают. И когда он действует в вашу сторону, это говорит о том, что он более-менее, знаете, по-доброму к вам относится. Когда он не действует и заставляет вас тянуться за собой, здесь грех за грехом, грех за грехом, грех за грехом. То есть вам потом, возможно, кому-то будет не отмыться, девочки, от этого. Поэтому мы с вами здесь по этому 15-му старшему аркану, девочки, не бежим за ним. Нет, не бежим, не идем ни на какие уступки. Вспоминаем, девочки, свои принципы до того, как вы его встретили, или до того, когда вы были свободны и независимые. Какие у вас были планы, связанные со своей жизнью? Туда и идите. Не надо идти по его дорожке. Не надо. Понимаете? Вы хотели, например, дом в Испании, ну, к примеру, да, утрирую. Хотели дом в Испании, жить у моря с каким-нибудь там, не знаю, кореглазым брюнетом. Почему вы должны сейчас соглашаться на вот этот гусь хрустальный город? Понимаете, я извиняюсь за выражение, да, если кто-то из гуся хрустального, но я имею в виду, чтобы расстояние показать, насколько разное расстояние между вашей целью, истиной и тем, что вам этот мужчина может навязывать. И даже когда он от вас уходит, игнорит, не хочет, девочки, с вами связываться, вы, получается, он вместо того, чтобы за вами идти, да, если вы идете за ним, вы идете за ним против своих правил, свобод, мечт, идей, родственников. Понимаете? Тут, скорее всего, будут вам условия определенные. Вы вот будете за ним бежать, и вам еще и будут условия. Не общайся со своей мамой. Ты не должна работать на этой работе. Или еще что-то. Короче, сложно. Очень сложно. Нельзя за ним идти. Не идите здесь за дьяволом. Понимаете? Не идите здесь. Тут даже не сколько дьявол, девочки, да, тут не сколько, вот я для ведьм говорю, тут не сколько дьявол настоящий, да, когда мы живем по ведьмовскому кодексу, когда мы не грешим, и когда наша сила действует нам во благо, да, а тут получается, когда вы бежите за ним, получается, вашими благими намерениями вымощена дорожка в ад. Понимаете? И этот ад будет действительно адом, а не тот, в котором куда мы с вами грешников таскаем. Понимаете? Не надо за ним идти. Не надо.
за ним идти. Не надо. Чем больше вы будете идти на попятную, сами ему там названивать, ну ладно, названивать, там поговорите, все остальное, это фигня. А когда будете отказываться от своих идей в пользу его, тратить свое время, то, что вам надо что-то сделать, например, а вы будете тратить на него, то будет какое-то грехопадение. А грехопадение, от которого не всегда можно отмыться. Нет, дорогие мои. Давайте еще посмотрим, почему он не действует в вашу сторону. Ах, ишь ты какой. Да, девочки. Он вот этим, знаете, он вас хочет задешево купить. Вот этим своим бездействием я хочу... Знаете, вот смотрите, когда мужчина хочет добиться женщину, он, как говорится, все для нее делает, да? А этот своим бездействием хочет, чтобы вы за ним таскались. Понимаете? Чтобы ноги ему мыли, чтобы таскались за ним. Не в угоду ему. И грош вам цена будет. Он вас обесценивает. Вот тем, что он, девочки, не действует и что он не развивает отношения, каждый его мелкий шажочек — это обесценивание вас. Причем, я вам скажу, тут может быть такой мужик, который сегодня позвонит, завтра нет. Сегодня позвонит, завтра нет. И так, вы знаете, к вам поближе. Вот, я тут, я пахну, я рядом, да, и вы как кошечка побежите за ним, будете думать, о, мой дорогой хозяин, или там мой котик, там тролливали, да. А это нет, это для того, чтобы дрессировать кошку. Понимаете? Это такой Куклачев, девочки. Но Куклачев был, как может быть, добрый, а вот этот, девочки, злой. Почему он не действует и не развивает отношения с вами? Ох, как он, девочки, манит вас-то, манит. Манит для того, чтобы разбить сердечко, либо уже разбивает его. Правосудие. Влюбленные. А за что это вам? Подождите, девочки, что-то тут такое интересное выпадает. А это что, с вашей стороны там тоже свечки горят? А, да. А знаете, в чем прикол, девочки? Тут двоится король. Королева кубковая выпадает, а короли двоятся. Крестовый червь выпадает. Это как вызов мужчины был. Либо вы делали либо приворот, либо вызов мужчины, да? И вот этот мужчина к вам не один идет. Там не один идет. Как раздвоение каких-то мужчин. Что за раздвоение это? Тут я не могу здесь сейчас прямо утверждать, да, что это не ваш мужчина. Не могу. Но фишка в том, что тут какой-то любовный треугольник. Мужчина, мужчина, женщина. Мужчина, женщина, мужчина. Он назревает. Я бы вам посоветовала держаться более-менее холодно к этому мужчине, потому что возникает другой. Потому что и вот эти вот не должны сойтись. Тогда это будет магия против вас. Это самоприворот, девочки, называется. Это, знаете, из чего? Даже если вы не занимаетесь этим, да, даже если вы на него, на этого мужчину ничего не делали. Это как самоприворот такой. Это как самоприворот, когда вот вообще-то два разных мужчины, и они сливаются у вас в глазах в одного, понимаете? А их-то два. Что я могу посоветовать в этом, девочки, варианте, чтобы вот не вбиться в этот самоприворот и чисто смотреть глазами на этот мир и на мужчину, и этого тоже, да? Во-первых, под дьяволом.
выпали 2 короля с дамой. Вы выпали кубковые, и к вам должен идти кубковый. Либо тут какое-то еще искушение. Вот, у вас тут прорабатывается искушение, грешок. Я бы была, вот если бы мне вдруг такое выпадало, да, я сама бы себе погнала на картах на какого-то определенного мужчину. Я бы здесь поняла, что мне надо быть более-менее холодной. Включить актрису, играть с этим мужчиной, играться, но оставлять свободное время и тайны для другого мужчины. И я бы ввела себе бы сюда еще одного мужчину, девочки, в эту игру, да. То есть хочется, не хочется, флиртовала бы с кем-нибудь еще другим, разбавляла бы. И дело в том, что как раз-таки вот этот мужчина был бы намного вам понятен. И фишка в том, что даже вот с 2 мужчинами, да, если бы у вас вот прям 2 было, выбор, хотя бы флирт, какой-то очень хороший друг, который хотел бы с вами там что-то большее иметь. Потому что если вы будете зацикливаться только на этом мужчине, вы зациклитесь на дьяволе, и он эм, объединит 2 разных мастей. То есть тут идет крестовый и червовый, девочки, крестовый и червовый. А крестовый это кармический. Ну, в зависимости от того, тут в зависимости от того, какая вы дама, красная или черная. Крестовая, пиковая, либо вы бубновая и червовая, да, если вы относитесь, но это уже так более для таких, кто занимается гаданиями, говорю. Определитесь, девочки. Если если вы из красных дам, то этот мужчина, вот которого вы здесь загадали, не особо для вас. И тут надо, вот, кстати, еще одного вливать. Еще одного. И вы сразу потом увидите эту разницу. И не впадете. Но если вы, девочки, из черных дам, я имею в виду по масти, да, крестовая и пиковая, то вот тогда, конечно, тут у вас тяжеловато. Тут главное не отходить от такого вот, не впадать в грехопадение, да. Куда бы ваш мужчина вот этот вас не тянул, не ведитесь на его какие-то... Не будьте Бонни и Клайдом здесь, не надо. Потому что всех Бонни и Клайдов, как говорится, и Бонни и Клайда там садили. И они были в разлуке, но за одно дело. Ну, грубо говоря, как за это, понимаете? Так что... Не ведитесь на какие-то такие непонятки с этим мужчиной. На какие-то... Вот он вам может что-то такое вот предлагать, либо вас подталкивать на какое-то, что-то такое. Вот когда даже вас что-то такое говорит, не сделать бы мне какую-нибудь фигню, да? Не делайте. 150 раз надо подумать, что вы творите, девочки. Потому что как только тут все сойдется, и вы будете, мой любимый, мой хороший, да, 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 мы пойдем с тобой на дело, да, ворвать яблоки в саду. И вы поворуете, будете счастливы. А потом будете, он мужской, вы в женской, понимаете, в черном дельфине. Не надо, дорогие мои. Ну, тут, конечно, у вас тут вариантик такой горяченький. Почему он не действует? Почему он не развивает отношения? Отшельник, девочки. Не. Это вас... Вот я тут не зря сказала, что как разделить. Вот толкнет вас на какое-то грехопадение, и потом это грехопадение как наказание от дьявола будет, что вы будете в разлуке. Так что не ведитесь ни на какие грехи, девочки. Вот, а какие грехи? Откройте Google, Википедию, Библию, Коран и все остальное, и там вы поймете, смотря к какому эгрегору вы относитесь. Везде, в принципе, эти грехи одинаковые. Ничего такого не делаем. И чем чище вы живете, тем потом, вас потом тот же дьявол, настоящий дьявол, скажет, какая ты молодец, мы тебя тут кое-куда не забираем. Понимаете, девочки? Тут, может, я и говорю какими-то такими... это даже не эпитеты, девочки, это что-то такое оксюморонное. Но все же, да? И будьте начеку, не грешим. Вот такой вот третий вариант.
Четвертый вариант. Давайте посмотрим, почему он не действует и почему он не развивает отношения с вами. Ай, он затих, он затих. Так, а что ты затих? Почему ты не действуешь и не развиваешь отношения? Четверка пентаклей и четверка кубков. Он хочет развивать, он думает об этом, но затих, девочки. Он выжидает время. А почему выжидает? Потому что он ждет колесо фортуны. Он ждет то время более благоприятное для того, чтобы вами заниматься. Это у кого-то может быть, девочки, вот вы встретились на каком-нибудь, я не знаю, там, встрече, флете и все остальное. И бывает так, что мужчине надо время выждать, чтобы прийти в более презентабельный вид. Возможно, девочки, он ждет зарплату. У него может, вам кажется, почему он вам не звонит? А у него, девочки, может быть, нету денег на бензин, чтобы вам приехать. Или у него нету, девочки, денег вообще ни на что, чтобы вас куда-то сводить. Или он будет себя более чувствовать уверенно, когда у него в кармане хоть какие-то деньги есть, если вы вдруг скажете, пошли в кафе. Или, девочки, он ждет какого-то благоприятного времени, либо с финансами, которое связано, либо время, где он может еще раз вас встретить, так, как ему бы хотелось вас встретить, понимаете? Тут может быть, что он боится взять на себя ответственность по выгулу вас, да? Он хочет еще, возможно, такую вот ситуацию, чтобы вы вдруг опять рядом где-то оказались в какой-то компании или там еще где-то, ну, короче... Он нифига не такой вот боец, девочки. Он на амбразуру первым не кидается, это нифига не барабанщик, и один в поле не воин. Он ждет какого-то благоприятного момента, сам не знает какого-то благоприятного стечения обстоятельств. Почему он не действует и не развивает отношения? Тут, наверное, такое, знаете, похоже больше на переглядки. То, что он заходит в ваши соцсети, смотрит, когда вы там были онлайн, все такое тролливали, это по-любому. Десятка пентаклей. Почему он не действует, не развивает отношения? Боже, девочки, да он вас боится. Господи. Так вот, так он, девочки, как ему действовать в вашу сторону, если он боится? Он боится вашего характера, он боится резких отказов, он боится насмешки с вашей стороны. А он, девочки, откуда-то знает, что вы... Понимаете, палец вам в рот не клади, конечно. 21-й старший аркан с королевой мечей. Да вы же просто его сотрете в порошок для травки муравьев или тараканов. Понимаете? Ой, да, правильно. А как ему действовать, девочки? Да он боится, что я все сделаю не так. Либо он у вас девственник какой-то, либо у него давным-давно не было никакого интима, секса и всего остального. Либо, девочки, он по статусу намного ниже вас. Так что он даже где-то думает, что, возможно, он не пара, но он бы там и не прочь с вами. Но почему-то считает, что действует в вашу сторону, чтобы вашей быть парой, то это, как говорится, слишком уж для него, слишком. А знаете, это на что похоже, девочки? Есть такие вот группы в интернете, на разных платформах, там, где, например, ищу тебя. И, например, там пишут: ой, сегодня видел такую девушку, ехала со мной в маршрутке, там, или там сидела напротив кафе, там чуть ли не фотку сбрасывают, ищу тебя, да? И многие такие: а что, слабо было подойти, слабо было то сделать там, или там, что, не мог познакомиться, знаешь, где работаешь, так подойди познакомимся, да? Но люди такие, кстати, парни очень часто так, даже больше, чем девушки. Девушки более смелые. А парни такие: ищу девушку, которая работает медсестрой в 7-й поликлиника, в поликлинике. На 4-м этаже у нее розовые волосы. Ну, скажется, да? Ты же, бляха-муха, знаешь, где она работает и все остальное. Так иди и познакомься, проводи после работы и все остальное. Нет, он будет в соцсетях ее искать, а вдруг откликнется. А не откликнется, он и потом и обидится, что никто не откликнулся, да, что она не написала, значит, не судьба. Ну вот, девочки, вот так вот он, да. То есть, к чему я этот пример привела? То, что он боится. Но при всем при том, если, дорогие мои, в этом варианте отношений с этим мужчиной вы будете проявляться очень активно в его сторону, обращу ваше внимание, что вы выпали мечевой королевы.
Мечевой, девочки. То ни кубковой не выпали, да, ни жезловой, никакой другой, а мечевой. Что это? И еще с 21-м старшим арканом. Что это значит, мои дорогие? Да вы понимаете, вы, если проявитесь к нему, то он испугается. Он испугается. Понимаете? Причем очень сильно. И тут может быть такое, что он даже сбежит, либо это будет отказ. То есть, если вы будете ему сами звонить и предлагать то, что вы от него хотите, да, его это напугает. Его это напугает. Тут, знаете, с этим мужчиной надо понемножку. Как говорится, начинаем первые 2-3 месяца просто ставить иногда ему лайки. Через 2 месяца мы напишем первые несколько комментариев ни о чем. Да, и только потом, может быть, девочки, если вы скажете, все, я тебя хочу, приезжай сегодня ко мне, он не приедет. Понимаете? Потому что вы его напугаете. И вы скажете, да ну, что за черт такой? Нифига не может, не этого. С ним надо очень аккуратно, взглядами, улыбочками такими, мимимишечками, девочки. Мышка бежала, хвостиком махнула, и яички разбились. Понимаете? Вот такой вот 4-й, девочки, вариант. Почему он не действует? Но на самом деле ваш 4-й вариант здесь, что вы загадали, на самом деле очень простой для того, чтобы как-то действовать по отношению к мужчине. Но с вашей стороны как бы не особо простой, потому что вы выпали такой вот серьезной, твердой, напористой, возможно, королевой. Вот такой вот 4-й вариант, мои дорогие. Держитесь, короче, с этими мужиками, держитесь. Все, котики, пока-пока.